Сегодня мы отправляемся на Принцевы острова, или, как их еще называют, Адалары. Поскольку они входят в состав Стамбула, то паромы между материком и островами – это общественный транспорт между районами. Вот прибывает наш паром. Расписание мы узнали здесь на причале в Кадыкёе. Поскольку мы здесь жили, отсюда мы и отправлялись в поездку. Наша станция была не первоначальная, наш паром шел из Кабаташа с заходом в Кадыкёй. Для тех, кто не знает, Принцевы острова находятся в Мраморном море. Батареи горячие. Мы на первом этаже. Но стекла, конечно, грязненькие. Такой салон на первом этаже. Желающих попасть на Принцевы острова особенно много в летние выходные. Но сейчас 2 декабря. Мы выбрали будний день, четверг. До обеда мы отправились. Погода теплая и солнечная, плюс 16 градусов. Оплата проезда проводится через турникет транспортной картой Стамбула и Стамбул-карт. Стоимость на 2 декабря 2021 года примерно 10 лир в одну сторону. Цена не зависит, на какой остров вы плывете. На пароме продают закуски и напитки, есть туалет. Любимое развлечение пассажиров – кормление чаек и фотографирование. Паром плывет по Мраморному морю вдоль азиатского берега Стамбула, останавливаясь по очереди на 4 островах Адалар. В группу Принцевых островов входит 9 островов и 2 скалы, и только лишь 5 из островов обитаемы. Есть люди, которые летом и зимой живут в Биюкаде, Хейбелиаде, Бургазаде, Киналиаде и на островах Седеф. А мы подплываем к первому острову Киналиада, что означает в переводе «остров с хной». Площадь его всего лишь 1,3 квадратных километра. Главная достопримечательность острова Киналиада – монастырь Христо, который возведен на вершине одноименного холма. Монастырь известен тем, что в период существования Византийской империи сюда регулярно ссылались неугодные императору люди. Самым известным узником, проживавшим в монастыре, является Роман Диоген IV, который похоронен недалеко от монастыря. Также туристы посещают армянскую церковь Сурб Крикор Лусаварычи. Следующий остров, на котором наш паром делает остановку, остров Бургазада. Длина и ширина его всего 2 километра. Остров стал активно заселяться только в 20 веке, когда сюда стало стекаться богатое турецкое население. На сегодняшний день постоянными жителями острова могут назвать себя лишь 1500 человек, но в летний курортный период население тут достигает 15 тысяч. Главной достопримечательностью острова является церковь Айя-Яни, основанная в 867 году и последний раз реставрировавшаяся в конце позапрошлого века. Под церковью есть темница, куда ведет лестница с 11 ступенями. Кроме этого, остров интересен монастырем Христа и австрийской больницей Святого Георгия. Обязательно стоит посетить святой источник Айя Слоанис. На острове находится только одна мечеть середины прошлого века, а также первый в Стамбуле санаторий 1928 года. Также остров Бургазада – родина первого в Турции частного зоопарка. На острове жил знаменитый турецкий сказочник Саид Фаика, и здесь же находится созданный в его память музей. Сосновые леса и деревянные особняки также делают остров популярным. А наш паром держит путь на остров Хейбелиада, остров с сумкой. Площадь его 2,4 квадратных километра.
Хибелиада считается самым зеленым из всех Принцевых островов. На территории его находится 4 холма, покрытых сосновыми лесами. На Хибелиаде, впрочем, как и на всех Адаларах, запрещен транспорт на бензине. Передвигаться по острову можно на велосипеде, электрокаре или пешком. Главная достопримечательность острова – монастырь Святой Троицы. Он основан в IX веке. Особняки Хибелиады не такие впечатляющие, как на Бьюикаде, но заслуживают внешнего осмотра. Летом, когда вода Мраморного моря прогревается, на Принцевы острова, в том числе на Хибелиаду, приезжают купаться и загорать стамбульцы и туристы. А после Хибелиады наш путь лежит к острову Бьюикада. Это самый большой остров из группы Принцевых островов, зеленый, с красивыми пляжами, старинными деревянными домами, достопримечательностями византийской эпохи и атмосферой XIX века. Бьюикада – остров, который подарил название архипелагу Принцевые острова. Остров получил название Принкипа – остров Принца, и архипелаг стал называться Принкипа-Нисос – Принцевые острова. Современное название Бьюикада означает «большой остров». Площадь острова 5,4 квадратных километра. На островах отелей достаточно, но если вы приехали на один день, то учтите, что не стоит рассчитывать на последний паром. Он может быть переполнен. Лучше уезжать немного раньше. И учтите, что из-за плохой погоды, волны, туман, рейсы корректируются, причем могут отменяться уже в пути. Бывают даже ситуации, когда последние паромы отменяются, и тогда вы можете оказаться в ловушке до следующего дня. В таком случае остается либо ночевать на острове, либо нанимать небольшие частные лодки. Поэтому крайне не рекомендуется отправляться на Бьюикаду в последний день перед вылетом из Стамбула. А мы высаживаемся на острове Бьюикада, и я вас приглашаю на следующее видео прогулку по острову.